остатки ткани Гипюр Стрейч. Из него я хочу сделать лиф. Кроить я ее буду по выкройке лонгслива. Это полностью в обтяжку. Ссылка, как построить такую выкройку, в описании под видео. Строить я буду шить до талии. Поэтому здесь загибаем, это линия талии. Так, оставляем 0,7 сантиметра снизу на шов и везде по 0,7. Здесь плечо оставлю вот такое, это лодочка, и таким вот образом вырежу. Здесь поставлю метку, насколько. Это у нас полочка. Сейчас выкраиваем спинку. Отмеряем здесь сколько длину плеча. И вырезаем припуски те же. Это у нас спинка. Нам надо сшить боковые швы. Это спинка, это полочка. Обработать надо вырез горловины. Есть вот такая резинка. Прикладываем к краю. И пристрачиваем трехступенчатым зигзагом. И точно так же по спинке.
Все, верх рубашки готов. Горловина, проймы проутюжена. Теперь к ней снизу надо пришить юбку. Вот из этой ткани. Чудесная струящаяся ткань. Ширина у нее 1,5 метра. Поэтому одной длины хватит. Отмеряем необходимую длину изделия и отрезаем. Отрезали нужную длину. Красота. Складываем. Лицевыми сторонами друг к другу. И прострачиваем. Прострачиваем, но не до конца. Вот здесь прострачиваем, здесь нет. Оставляем разрез. После того, как мы прострочили, мы подвернем снизу. Подогнули на 1 раз. Прострочили. И потом подогнули еще на 1 раз. И тоже прострочили. Нижняя часть готова. Вот здесь разрез. Разрез сделаем не посередине, не сбоку. Я буду делать, а напротив левой ноги. Теперь нам надо соединить верхнюю часть с нижней частью. Таким образом сшить. Я решила, что разрез вот так сложила пополам. Это середина по бокам. Отмечаю. Складываю. Нахожу середину переда и середину спинки. Тоже метки ставлю. Точно так же нам надо разделить верх. 2 метки у нас есть, это боковые швы. Складываем. Здесь у нас середина спинки и середина полочки. Теперь нам надо их соединить лицевыми сторонами друг к другу. И не перепутать, разрез должен быть спереди, а не сзади. Это у нас перед. Это у нас юбка. Здесь разрез. Вот таким образом. И выворачиваем лицо к лицу, чтобы соединилось. Находим метку середины переда. Вот она у нас на юбке. И вот на полочке. Соединяем и скалываем. В любом порядке можно сейчас середину спинки сделать. Так, вот булавочка. Совмещаем. Совмещаем по бокам. Теперь нам надо сшить. Натягиваем деталь полочки до размера юбки и прострачиваем. Можно дополнительно найти середину там.
Так натягивать будет уже проще. И после того, как мы все прикололи, пристрачиваем. Пристрочила. Здесь эластично. И теперь, чтобы здесь не было такого простецкого перехода, у меня еще остались кружева. Я пришью вот так вот кружева. Вот здесь у нас шов, разрез. И сюда сделаем бантик, пришьем.